На окраине Новосибирска, где бескрайние просторы тянулись до самого горизонта, полицейские, младший лейтенант Дмитрий Иванов и капитан Ольга Петровна, не спеша патрулировали пустынную дорогу, привычно наблюдая за окружающей обстановкой. За день до этого они получили информацию о нарастающей преступности в регионе. Ольга за рулем автомобиля внимательно изучала отчет, который был недавно представлен начальством. В документе говорилось о резком увеличении краж, нападений и даже проявлений жестокости над животными. Эти данные тревожили ее, и она чувствовала необходимость что-то изменить. Когда вдалеке возникла небольшая фигура, оба полицейских насторожились. Русская пастушья собака с золотистой шерсткой мирно стояла посреди дороги, словно охраняла что-то важное. Это была необычная встреча на такой пустынной местности, поэтому Ольга и Дмитрий решили остановиться и узнать, что происходит. Собака выглядела испуганной, но в ее глазах можно было увидеть решимость. Полицейские вышли из машины, и Золото, как они позже узнали, подошла ближе. Она смотрела на них с надеждой, будто искала помощь, и в этот момент они поняли, что эта встреча не случайна. После мгновения молчания и обмена взглядами Ольга сделала шаг вперед. Собака, казалось, поняла, что полицейские пришли с добрыми намерениями, и начала двигаться вдоль дороги. Ольга и Дмитрий последовали за ней, наблюдая, как Золото ведет их по тропинке, окруженной зелеными березами. Каждый шаг приближал их к нечто большему. Они чувствовали, что собака знает, куда идет, и что-то скрывает. Проходя сквозь березовую рощу, их внимание привлекал не только Золото, но и само место. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, создавая волшебный свет. После нескольких минут прогулки они вышли на небольшую уединенную поляну. И здесь Золото остановилась, принялась копать землю, словно зная, что там что-то есть. Интерес полицейских возрос в разы. Настало время выяснить, что же скрывается под землей. Наблюдая за собачкой, они увидели деревянный ящик. Ольга поспешила взять лопату из своего автомобиля, и в их сердцах закралось предчувствие, что они сделали важную находку. После нескольких ударов лопатой ящик был вытащен на поверхность, и Дмитрий с замиранием сердца открыл его. Внутри они увидели 4 щенков, худых, испачканных грязью и дрожащих от страха. Сердца полицейских сжались от жалости, но одновременно с этим зажглась искорка надежды. Ольга, не раздумывая, позвонила в ветеринарный центр. Сообщили о ситуации и запросили помощь, а Дмитрий нежно и осторожно начал извлекать щенков из ящика, стараясь не повредить их. Каждый щенок отозвался на его заботу и прижался к нему. Золото, не отходя от них ни на шаг, выглядела защитницей своих детенышей. Она оставалась на страже рядом с ними, оберегая от незнакомцев. Этот момент придал ситуации особую трогательность. Забирая щенков с собой, Ольга и Дмитрий понимали, что они не просто полицейские. Они стали защитниками этого маленького, беззащитного мира, который проявлял перед ними свою уязвимость. В скором времени ветеринар Сергей Волков прибыл на место, готовый взять на себя ответственность за здоровье щенков и определить, как им помочь. Ветеринар на месте приступил к осмотру щенков с профессиональным вниманием. Он с заботой проверил их состояние, оценил наличие травм и вероятность заболеваний. Дмитрий, стоявший рядом, гордился тем, что они смогли помочь. Он показал ветеринару свой значок с логотипом компании «Волгопед», надежно крепко держа его в руке. Сергей закатил глаза и с испугом произнес, что слышал странные слухи о деятельности этой компании, которая могла быть связана с повышением случаев жестокого обращения с животными в регионе. Ольга, ощутив тревогу у Сергея, настаивала на том, что нужно быть внимательными и не оставлять это дело без внимания. Обсуждение продолжалось, и вскоре они задумались, как именно добиться справедливости и помочь не только щенкам,
но и другим животным, что могли оказаться в опасности. Каждое слово и каждая догадка казались важными. Они понимали, что расставленные акценты могут спасти многие жизни и бросить вызов системе, которая способствовала подобным недугам. Не успели полицейские закончить разговор, как на парковке института остановился белый фургон с логотипом «Волгопед». Ольга, заметив его, не могла не насторожиться. Она предложила Дмитрию немедленно перевести щенков в более безопасное место. Входя в здание, двое мужчин в рабочей одежде выглядели уверенно, как будто знали, чего именно они хотят от этого клуба. Когда мужчины начали приближаться, настороженность Ольги возросла. Они представились как сотрудники службы поставок ветеринарных препаратов, но доктор Волков, проверяя их документы, почувствовал тревожное дуновение чего-то подозрительного. Он не мог оторвать глаза от того, как собака Золото стала агрессивной, зарычав на мужчин, словно предостерегая их от неправильных шагов. Ольга приняла решение, что они не могут игнорировать настойчивые предостережения Золота и должны выяснить, что на самом деле замышляют эти мужчины. Понимая, что ситуация накаляется, полицейские начали действовать. Мужчины без тени сомнения заявили, что прибыли, чтобы забрать документы и доставить щенков в лучшие условия. Ольга, не теряя самообладания, придерживалась своего плана, продолжая настаивать на том, что щенки должны остаться с ними до выяснения всех деталей. Доктор Волков, чувствуя нарастающее напряжение, еще раз языком обдумывал документы, изучая данные, прежде чем сделать окончательный вывод. В этот момент собака Золото, показывая свою преданность, встала между щенками и мужчинами и, как будто ощущая опасность, начала настойчиво лаять. Ольга приняла решение, что они не могут игнорировать настойчивые предостережения Золота и должны выяснить, что на самом деле замышляют эти мужчины. Спустя некоторое время, после того, как мужчины ушли, Ольга и Дмитрий вернулись на поляну, где они нашли щенков. То, что они увидели, поразило их. Кусок ткани, брошенный, и заметные следы шин прямо рядом с местом находки ящика. Понимая, что не могут оставить без внимания такие улики, полицейские заглянули в близлежащие кусты, чтобы сметить, куда именно уводит след собаки. Решительность и уверенность в своих действиях росли с каждым шагом. Золото снова проявило смекалку, ведя их через кусты к просеке. Здесь Дмитрий заметил, что росло ощущение, их расследование обретало новую форму. Утампованная площадка с пустыми упаковками обостряла их инстинкты, заставляя вновь задуматься о подозрительных мужчинах и о том, что те могли планировать. Каждый сантиметр земли словно шептал им, что они близки к разгадке. Тогда, в тени деревьев, Дмитрий резко наткнулся на планшет, оставленный кем-то в спешке. Это было нечто большее, чем просто устройство. Он включил его, и на экране появились адреса и заметки, среди которых одна локация была отмечена красным маркером и датой. Вокруг них носилась история, и они понимали, что эта находка может стать ключом к сложной головоломке. Золото, по-прежнему находясь рядом, не покидало щенков. Будучи еще более настойчивой, она словно чувствовала важность момента, вызывая волнение у полицейских. Ольга записала адрес из планшета и сделала вывод. Следы подозрительной деятельности теперь связывали их с чем-то гораздо большим, чем просто заброшенный склад. Когда полицейские продолжали исследование, к ним подошел лесник, несший с собой историю, охватывающую больше, чем они ожидали. Он рассказал о странных ночных звуках, которые раздавались из леса, о следах больших машин, которые он заметил, побывав в тех краях. Это добавило мозаике их дела еще одну деталь, непредсказуемую и тревожную. Ольга, наслушавшись рассказов лесника, решила, что им нужно выведывать подробности. Они спросили его о том, что именно он видел ночью и как часто подобное происходило. Лесник, кивнув, поделился важными деталями.
Он видел, как машины уезжали рано утром, но ни разу он не видел, чтобы они что-то вывезли. Однако его интуиция подсказывала, что что-то здесь не так. Каждое слово лесника подчеркивало важность их расследования и необходимость действовать быстро. Несмотря на все подозрения, Ольга и Дмитрий были полны решимости добраться до истины. Они направились к заброшенному советскому складу, о котором говорил лесник. С увеличением расстояния Золото проявляло все больше беспокойства. Ее лай становился напряженнее, а движения более настороженными. Из-за этого их собственные сердца забились быстрее. Возможно, здесь они идентифицируют источник проблемы. Когда они подошли к складу, запахи просроченного корма и антисептиков в воздухе усиливали странное чувство тревоги. Склад выглядел так, будто здесь произошло нечто шокирующее. Признаки недавней активности становились явными. Запчасти, часть оборудования выглядели свежими. Ольга и Дмитрий обменялись взглядами. Они знали, что должны обследовать это место, не оставляя ни одной детали без внимания. При углублении в склад полицейские нашли техническое помещение с закрытой дверью, защищенной надежным замком. Ольга остановилась на мгновение, прислушиваясь. Внезапно они услышали звук приближающегося автомобиля с гулом мотора. Сработала интуиция, и парочка укрылась за какой-то незаметной коробкой, не желая быть замеченной. Только потом они увидели двоих мужчин, выгружающих картонные коробки из фургона. Каждое движение, каждое их действие должным образом были подмечены полицейскими. Вся пара оставалась в напряжении, понимая, что любое их неверное движение может вызвать у них нежелательную реакцию со стороны этих людей. Когда настала очередь проверить фургон, Ольга и Дмитрий, действуя с умом, заглянули внутрь. Содержимое вызвало шок. Документы, медикаменты и клетки — совсем не те вещи, что можно было ожидать увидеть в честной ветеринарной компании. Ольга осознала, что они наткнулись на нечто большее, чем они сначала думали. Золото снова направило их действия. Она повела их к черному входу и ведению в подвал. Полицейские, следуя за ней, почувствовали, что окончательная разгадка ждет их именно там. Спустившись в подвал, Дмитрий вполне наглядно осознал, что именно сейчас они должны находиться здесь. Клетки с истощенными собаками, маленькие потерянные собачьи души были просто ошеломляющей находкой. Как же стало грустно осознавать, что они наткнулись на такую жестокую реальность. В тот момент, когда один из мужчин подошел к ним, Золото показало выдающиеся инстинкты, преградило ему путь, рыча и угрожая. Дмитрий, сразу поняв, что они должны действовать, быстро заблокировал движение задержанного. Одновременно с этим Ольга запросила подкрепление по радиостанции. Они понимали, что им грозит опасность, и им нужно было время. Склад стал местом, куда стянулись силы. Подключились ветеринары, экстренно проверяя животных, а доктор Волков уже возглавил процесс осмотра. Он изучал животных, готовя их к реабилитации, а Золото, обретая статус неформального героической личности, старалась успокаивать испуганных собак, раскрыв перед полицейскими всю мощь своей доброты. Работа была напряженной и требовала предельного внимания. Каждый щенок нуждался в заботе и быстром вмешательстве, и полицейские были готовы сделать все, чтобы им помочь. Каждое действие, каждый звук оказывались значимыми, и в этот момент Золото стало важным связующим звеном между спасением и потерей. Следуя вместе с полицейскими, Золото привела их к еще одной скрытой комнате. В ней находилась система видеонаблюдения и несколько компьютеров. Экраны мерцали, показывая карты с отмеченными точками по всей России. Каждый из этих пунктов выглядел пугающе знакомым, усугубляя их тревожный настрой. Они поняли, что в своих руках держат нечто, что может изменить исход расследования. Золото, обнюхивая каждый угол, демонстрировало симптомы беспокойства. Каждая находка подчеркивала разум полицейских о масштабах проблемы. Это была явно не просто схема.
Это было целое производство, не соответствующее законам и морали. Пока другие изучали содержимое комнаты, Ольга вскоре нашла сейф. Эта находка поднимала уровень напряжения в воздухе, ведь именно за его дверцами могли скрываться ключи к разгадке. Когда он был открыт, в нем обнаружили папку с планами по расширению сети питомников и финансовые отчеты, вырисовывающие ужасающую картину. Ольга сразу осознала, у этой организации была серьезная поддержка, которая могла доказать их опасную деятельность. Все копии документов требовали внимания и расследования, и от этих бумаг могла зависеть судьба слишком многих животных. На момент истекала чаша терпения, и теперь они должны были понять, с какой именно проблемой они столкнулись. Специалисты провели анализы и вскоре предоставили результаты. У всех собак были найдены следы различных препаратов, но у золота обнаружили их концентрацию значительно ниже, чем у остальных. Это объясняло, почему собака смогла противостоять действию веществ, в то время как другие стали жертвами. Ольга не могла скрыть своего восторга. Золото проявило свою исключительность и стойкость даже в самых сложных условиях, оставаясь живым примером силы духа. Она аккуратно погладила золото, и в ее сердце расцвела надежда, что такие собаки, как она, могут действительно изменить жизнь своих соплеменников. Вскоре полицейские расшифровали данные с флеш-накопителя и нашли исчерпывающую информацию о проекте под названием «Янтарь». Оказалось, что этот проект связан с дорогостоящими и жестокими экспериментами над животными, образцовой безжалостности которых никто не мог бы даже предположить. Золото вновь проявило высокий уровень эмпатии, поддерживая своих товарищей в трудное время. Ольга знала, что теперь у них есть шанс остановить это, но важно было действовать быстро и эффективно. Узнав о проекте, Ольга и Дмитрий не могли сидеть, сложа руки. Они направились к старой ферме неподалеку от города, где в последнее время наблюдалась возросшая активность. Ольга заглянула на координаты, и напряжение нарастало, ведь они скоро могли обнаружить еще больше улик. Когда параметр их времени истекал, золото вновь очаровало своими инстинктами. Каждый шаг к ферме вызывал у нее волнение, она наклонила голову, как будто пыталась воспринимать все происходящее вокруг более остро. Каждый нервный звук вызывал тревогу, заставляя полицейских более внимательно следить за обстановкой. Приближаясь к ферме, Дмитрий заметил свежие следы шин на мягкой земле, а новое оборудование и новые замки на дверях показались неуместными в этом месте. Ольга и доктор Волков стали более внимательными, просматривая террасы, и вскоре нашли новое оборудование, которое способствовало производству, скрытому от глаз. В голове Ольги бурлили мысли о том, как много людей были вовлечены в подобные дела, и о том, что это необходимо остановить. Она понимала, что с каждым разговором им открывались все новые и новые детали, и им нужно было сделать последние шаги, чтобы подвести дело к логическому завершению. Золото, пройдя через все трудности и испытания, продемонстрировало свои навыки. Внутри амбара, после долгих поисков, полицейские нашли видеозаписи, на которых золото демонстрировало свои способности, обучаясь и заботясь о других животных. Каждый кадр показывал, как она подбиралась к отдающему ей приказы и попыткам успокаивать своих сородичей. Это открытие стало вдохновением для полицейских. Они понимали, что в этом мире все еще существует доброта и возможность изменения, и именно золото стало символом борьбы за спасение всех, кто оказался в подобной ситуации. Золото получило статус настоящей героини, когда стала помогать избегать страха у травмированных собак. Ольга объявила о создании специального центра реабилитации, где золото станет главной помощницей и защитницей всех нуждающихся. Каждый ее жест, каждое действие были направлены на восстановление доверия, которое было так потеряно. Доктор Волков подчеркивал уникальность способностей золота в помощи другим животным, демонстрируя ее умение вызывать любовь и доверие.
Бывшие жертвы ужасов теперь обретали новую надежду. Все благодаря этой золотистой пастушьей собаке, которая стала символом изменений и ненависти к жестокости. На встрече с Дмитрием и ветеринаром Ольга размышляла о том, как важно проявлять любовь и уважение к животным. Они поняли, что такое сотрудничество может сделать мир лучше и красивее, и что животные не только наши братья и сестры, но и те, кто могут обогатить наше существование любовью. Золото стало вдохновением для всех, кто узнал ее историю. Каждый ее шаг, каждое движение служили напоминанием о том, что истина и доброта могут победить зло. Ольга подчеркнула, что каждая история животного заслуживает счастливого конца, и они собирались сделать все возможное, чтобы это произошло. История золота привела к трогательным моментам и затронула сердца многих людей. Каждое слово, каждая деталь оказывали влияние, призывая людей подписаться на поддержку и оставить комментарии о том, как важно заботиться о животных. Призывы к действию, к защите и заботе об этих существах величественно разнесли волны по всему региону, взывая к чистоте сердец и разумов.